Это «Титаник», корабль, который унес жизни 1500 человек. А это самые таинственные находки, которые удалось поднять с глубины, от скрипки за $2 миллиона до загадочных ключей от самого корабля. А в конце увидите бинокль, который, возможно, и стал причиной трагедии. Откуда это все добро, если сам «Титаник» не могут поднять? Редкие и опасные побрякушки частенько всплывают на черных аукционах. И вот первая такая вещица. Представьте себе, глубоко в морских глубинах, среди останков величественного «Титаника» обнаружен загадочный предмет – золотой браслет с надписью «Эми». Эта маленькая деталь, найденная спустя столетия после кораблекрушения и проданная с аукциона, несет в себе неизгладимый отпечаток истории. Браслет, исполненный изысканностью и тонкостью, с золотой цепочкой, серебряными элементами и бриллиантами, формирующими имя Эми. Но кто же она такая, эта загадочная Эми? Может быть, она была частью экипажа, Амандой, или одной из пассажирок второго класса, мисс Амандой или Амели? А может, браслет был предназначен в подарок? Дело в том, что среди пассажиров не было девушки с таким именем и, кстати, достатком, чтобы иметь подобный браслет. Интрига усиливается тем фактом, что этот браслет лишь одна из множества драгоценностей, поднятых со дна океана. «Титаник» вез несметные сокровища. Золото, бриллианты, украшения на сумму, превышающую $200 миллионов по современным меркам. И каждая найденная вещь – это не просто предмет ценности. Это кусочек истории, навеки ушедший под воду. Жаль, что эти вещи не умеют разговаривать. Нам лишь остается догадываться, чьи они и откуда. В 2006 году в Великобритании была найдена скрипка, на которой играл один из музыкантов легендарного оркестра «Титаника». Они играли до самого конца, обеспечивая спокойствие пассажиров в трагические минуты кораблекрушения. Эта скрипка принадлежала Уолласу Хартли, скрипачу, чья отвага и смелость останутся в памяти навсегда. Долгие годы шла экспертиза подлинности инструмента, найденного в его обмороженных руках. После подтверждения его подлинности скрипку отправили невесте Хартли вместе с другими личными вещами. Скрипка пролежала в соленых водах Атлантического океана, из-за чего на ней уже невозможно играть, но она удивительным образом сохранила свою форму. Ее ценность не в том, что она сделана руками великого мастера, как Антонио Страдивари, а в трагической истории, которую она в себе несет. Эта скрипка выставлялась в музеях и на выставках, прежде чем была продана с аукциона за $1,7 миллиона в 2013 году. Это не просто инструмент, это символ стойкости и мужества человека в лице неизбежной трагедии. И, как говорят медиумы и экстрасенсы, она несет чудовищный потусторонний заряд. Хотя с такой историей я этому не удивлюсь. И хоть трагедия «Титаника» доходит до нас лишь в виде отголосков и интересных историй в интернете, место его крушения по-прежнему притягивает несчастье. Я просто должен рассказать про случай, который вы, возможно, и так слышали. Буквально недавно батискаф «Титан», который вез экскурсию к останкам «Титаника», сам остался навсегда на дне. И тут невольно задаешься вопросом, жестокая ирония судьбы или что-то еще. Решили посмотреть на трагедию, а в итоге сами стали ее частью. Но история становится еще более загадочной, если вспомнить произведение Моргана Робертсона 1898 года «Тщетность. Гибель Титана». В этой новелле описывается гигантский, сверхсовременный круизный лайнер, который тонет после столкновения с айсбергом. Звучит это невероятно знакомо, не правда ли? «Титаник», его трагическая участь, и вдруг батискаф «Титан», последовавший по его следам. То, что произошло с батискафом «Титан», окутано тайной, как и способность Робертсона предугадать события, произошедшие спустя 16 лет. Мистический ореол продолжает витать над холодными водами, в которых на глубине 3,5 километра
лежат останки этого ужасающего монстра, унесшего жизни 1513 человек. Ой, ну идем дальше, к страшным находкам, которые все-таки удалось поднять из этого места. На дне Атлантического океана были найдены карманные часы, которые до недавнего времени считались самым дорогим и уникальным артефактом «Титаника». Эти часы принадлежали Эдмунду Стоуну, стюарду первого класса на борту судна, человеку, владевшему ключами от кают первого класса. Эдмунд был частью элитного обслуживающего персонала, но, увы, не выжил в ту роковую ночь. Примечательно, что его карманные часы остановились на 2:16 утра, всего за 4 минуты до того, как «Титаник» ушел под воду. Исследователи предполагают, что в этот момент Эдмунд оказался в холодных водах океана. Эта находка, несущая в себе отголоски трагедии, была продана на аукционе за сумму от 146 до 154 тысяч долларов. Это невероятная цена для карманных часов, имеющих столетний возраст и стоящих на месте. Они не просто показывают время, они являются свидетелями тысячи смертей, навсегда замерев в знак уважения и скорби. В январе 1910 года два друга, Генри Сюдхолл и Говард Ирвин, отправились из Америки в кругосветное путешествие. Они планировали вернуться домой в 1912 году. Но судьба распорядилась иначе. В середине 1911 года друзья разделились, договорившись встретиться в Англии в апреле 1912 года, чтобы сесть на борт «Титаника» и закончить свое путешествие, возвращаясь в США. Генри прибыл в Англию первым, взяв с собой чемодан Говарда, и стал его ожидать. Когда стало ясно, что Говард задерживается, Генри в одиночку взошел на борт «Титаника». Он, к сожалению, стал одной из жертв крушения. Говарду же, по одной из версий, удалось избежать участи друга из-за неожиданного обстоятельства. За день до отправления он попал в драку и решил отложить отплытие, чтобы восстановиться от полученных побоев. Судьба, кажется, уберегла его от участи погибнуть вместе с «Титаником». Интрига добавляется тем, что только в 1993 году, во время очередной экспедиции на «Титанике», был найден и поднят на поверхность тот самый чемодан Говарда, содержащий его личные вещи. Изначально детективы не понимали, чьи это вещи, ведь парень не числился среди пассажиров, севших на борт, но позже смогли разобраться в этом счастливом совпадении. А эта картина, которую можно увидеть на месте крушения «Титаника», на меня производит очень мрачное впечатление. Тысячи пар обуви, рассеянной вокруг останков корабля на дне холодного Атлантического океана, говорят больше, чем могут выразить слова. Каждая из них – это молчаливый свидетель жизни, оборванной в ту страшную ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Одежда и тела пассажиров давно исчезли, разложившись в соленой морской воде. Но кожаная обувь, благодаря своим уникальным свойствам, смогла устоять перед разрушительным воздействием времени и воды. Эти ботинки, башмаки и сапоги – последние остатки 1513 человеческих жизней, трагически оборвавшихся в ту ночь. Каждая из них может обозначать место, где закончилась жизнь одного из пассажиров. Слишком много обуви, слишком много несказанных историй и нереализованных мечтаний. Это просто ужас. Ну и я не могу обойти стороной тему с письмами, которые нашли на «Титанике». Ведь там были живые люди со своими переживаниями, трагедиями и интересами. Это как сейчас лазить по чужому телефону, читая переписку. Письма с «Титаника» – это окна в прошлое, через которые мы можем заглянуть в самые сокровенные моменты той страшной ночи. Эти письма дают нам уникальную возможность ощутить атмосферу на борту, узнать о мелочах жизни пассажиров и их мыслях в последние часы перед катастрофой. Особенно ценными являются два письма, которые были написаны в последние часы жизни лайнера.
Первая из них принадлежит банкиру Вашингтону Доджу, пассажиру первого класса. В нем описываются последние моменты на корабле, включая игру оркестра и ситуацию на палубе перед тем, как корабль разломился пополам. Благодаря тому, что Доджу удалось выжить, он смог передать это письмо общественности, предоставив тем самым ценный источник информации для исследователей. Второе письмо написал Адольф Зальфельд, основатель аптечной и косметической фирмы. Он отправился в Америку, чтобы расширить свой бизнес, везя с собой коллекцию духов. В своем послании жене Адольф рассказывает о впечатлениях от интерьеров «Титаника», о меню ресторана и о различных деталях путешествия. Как и Вашингтон Додж, Зальфельду удалось выжить и передать свое письмо общественности. Мысли же остальных пассажиров так и остались в темноте глубин холодной воды Атлантического океана. История Марион Минвелл полна трагизма и случайных событий, которые в итоге оказались роковыми. Марион изначально планировала путешествие на другом корабле – «Маджестик», но, к сожалению, судьба решила иначе. В связи с забастовкой шахтеров в Великобритании ей пришлось изменить свои планы и забронировать место на «Титанике», считая, что так она доберется до Америки быстрее. Но, к сожалению, этот рейс стал последним для многих, включая Марион. Она стала одной из многочисленных жертв этого злополучного плавания, но ее имя не утонуло вместе с кораблем. Оно было обнаружено на одной из инспекционных карточек, которые уцелели на дне океана. Интересно, что среди спасшихся пассажиров была и Сара Рот, которая сохранила подобную карточку. Вместе с меню ресторана лайнера, составленным за день до крушения, эти карточки были проданы на аукционе Сотбис в 2000 году за $60 тысяч. Но ходят слухи, что счастье новым владельцам эти предметы не принесли. Да и неудивительно. Есть мнение, что предметы, поднятые с места трагедии, редко приводят к хорошему. План «Титаника», составленный работниками отдела проектирования судов компании White Star Line, является одной из наиболее значимых реликвий, связанных с этим легендарным кораблем. Этот чертеж не просто кусок бумаги, это ключ к пониманию одной из самых грандиозных трагедий в истории мореплавания. Этот план был использован в расследовании деталей катастрофы, произошедшей с «Титаником». Благодаря этому чертежу исследователи смогли выявить дефекты в конструкции судна и уязвимые места и ошибки, допущенные инженерами при его строительстве. Эти открытия помогли не только понять причины трагедии, но и сделали вклад в развитие безопасности морского транспорта. Удивительной является и длина чертежа – 9,2 метра, что подчеркивает грандиозность и масштаб «Титаника». Этот чертеж стал ключевым элементом в раскрытии многих тайн той страшной ночи, и его значение действительно трудно переоценить. Неудивительно, что на аукционе этот уникальный чертеж был продан за астрономическую сумму в 308 тысяч евро. Это свидетельствует о глубоком интересе к истории «Титаника», который продолжает жить в сердцах и умах людей по всему миру. Этот план не просто план корабля, это символ человеческой дерзости, ошибок и трагедий, которые навсегда изменили мир мореплавания. А это шелковое кимоно, которое, несмотря на свой более чем 100-летний возраст, хранит в себе удивительную историю выживания и человеческого духа. Его владелица, пассажирка первого класса Кристина Люси Дав Гордон, носила его в ту роковую ночь, когда покидала тонущий «Титаник». В этом кимоно она села в спасательную шлюпку и впоследствии была спасена на борту «Карпатии», корабля, пришедшего на помощь выжившим. Это кимоно, конечно, было далеко не лучшим выбором для холодной атлантической ночи. Но в моменты, когда речь идет о выживании, выбор одежды становится второстепенным.
Интересно, что несколько лет назад это историческое кимоно было выставлено на аукционе, где оно было продано за сумму от 75 до 80 тысяч долларов. Покупатель предпочел остаться анонимным, а вырученные средства были перечислены наследникам леди Дав Гордон. Но почему вы купили столь странный предмет, задаетесь вы вопросом, наверняка. Вы слышали фразу? Довольно часто говорят так, что человек родился в рубашке, если удалось спастись в сложной ситуации. А тут кимоно, в котором девушке фактически заново родилась. Некоторые люди гоняются за такими предметами и готовы тратить невероятные суммы денег. Эти ржавые ключи на первый взгляд обыденные, но на самом деле таят в себе грустную историю. Они принадлежали кладовщику «Титаника» Самуэлю Хемингу, чьи действия в ту судьбоносную ночь заслуживают особого внимания. Капитан Эдвард Смит дал Хемингу приказ обеспечить спасательные шлюпки фонарями, и это происходило в последние минуты перед тем, как «Титаник» отправился на дно. Несмотря на осознание неизбежного крушения, которое должно было произойти через 30 минут, Хеминг совершил несколько рейдов за фонарями, убедившись, что шлюпки освещены, и только потом вынужденно прыгнул в ледяные воды океана. Самуэль Хеминг – настоящий герой, чьи действия спасли многие жизни. Его ключи, инструменты его неоценимого вклада в спасение людей стали одним из самых необычных артефактов «Титаника». В 2012 году, в честь столетней годовщины гибели лайнера, эти ключи были выставлены на аукционе Кристис и проданы за удивительные 20 тысяч долларов. Действительно, это справедливая цена за предметы с такой важной историей, символа человеческого мужества и самопожертвования. И как обещал в самом начале, история бинокля, который и мог стать причиной катастрофы. Ведь многие наверняка задавались вопросом, как им удалось проглядеть огромный айсберг, если у них были бинокли? Говорят, что перед трагическим отплытием произошел скандал. Помощник капитана в гневе ушел, не оставив ключи от склада, где хранились те самые бинокли. Но правда куда мрачнее. На самом деле, бинокли для вперед смотрящих на «Титанике» и вовсе не предусматривались. Почему? Просто ответственный матрос должен был беспрерывно вглядываться в горизонт и, заметив что-либо, бить в колокол. Бинокль? Он лишь сужал бы обзор и отнимал бы время, ведь увидев что-то необычное, матрос биноклем попытался бы рассмотреть это поближе, а его задача – мгновенно дать сигнал. Офицеру же уже следовало использовать бинокль и принимать решение. Этот принцип подтвердили и капитаны других судов во время расследования гибели «Титаника». Капитан Бартлетт даже заявил: «Бинокли – источник опасности, они мешают работе вперед смотрящих». Судья, удивленный, спросил: «Как это?» Бартлетт объяснил, что задача вперед смотрящего – просто искать объекты, а оценивать их – это уже дело офицера. И версия, что «Титаник», величественный корабль, погиб из-за такой пустяковой вещи, как закрытая подсобка, оказалась несостоятельной. Так что бинокль, который потом подняли со дна океана, ни в чем не виноват. Увы, но этой трагедии нельзя было избежать лишь благодаря ему одному. От шелковых кимоно и ржавых ключей до обыденных пар обуви, каждый предмет несет в себе мистическую связь с прошлым, оживляя воспоминания о тех, кто навсегда остался в холодных водах Атлантики. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих видеороликах. Пока!